Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Что будет, если носить покрытие 2 месяца? В этом ролике вас ждет увлекательная история по раскопкам отслоек, а также выполним преображение и красивый летний солнечный дизайн. Поехали! Посмотрите на эти ногти, насколько они отросли. Практически наполовину натуральной пластины. И, конечно, как бы мастер не старался, со временем появляются отслойки. Знаете, в чем прикол? Модель считала, что если покрытие носится, то с ними все в порядке. Но я предлагаю начать снятие и продемонстрирую вам, к чему приводит такое длительное ношение материала. Для начала убираем длину. Постепенно выполняю снятие. И вижу, что верхняя часть материала, она отошла. Там более светлый оттенок, воздушный карман, поэтому необходимо его убрать. Истончаю основной объем материала и затем носиком фрезы начинаю постепенно идти по границе этой отслойки, и она сама отходит. Вот посмотрите, как сильно эта отслойка повреждает ноготь, сколько расслоений. Аккуратно ее убираю, стараюсь не касаться насадкой голой ногтевой пластины, иду исключительно по твердому материалу. Конечно, нужно убрать все отслойки. Материала практически даже не осталось на свободном крае, нам пришлось все убрать. На этом ногте вообще беда. Он так сильно отходил, и чтобы модели не было неприятно, я его придерживала большим пальцем и в прямом смысле делала такой подкоп под центр ногтевой пластины, чтобы аккуратно убрать эту отслойку. Смотрите, какая огромная, просто. И посмотрите, как она отходит вместе с частью пластины. Проблема в том, что дорсальный слой повреждается, истончается при такой отслойке, сцепка ухудшается, и впоследствии любой материал будет носиться хуже. Да и вообще, моей модели повезло, что никакая инфекция не присоединилась. Поверьте, могло быть еще хуже. И псевдомония, изменение цвета ногтевой пластины, структуры и всякие неприятные последствия. Поэтому обязательно объясняем, почему необходимо выполнять коррекцию вовремя. Ну а если все-таки нет возможности сделать коррекцию, то иногда будет разумнее полностью снять покрытие. Только благодаря нам, благодаря мастерам, благодаря тому, что мы несем информацию для клиентов, они будут об этом узнавать. Поэтому стараемся все рассказывать словами через рот, для того, чтобы клиенты понимали, что нельзя перенашивать покрытие. А мы с вами приступаем к этапу маникюра. Отодвигаю кутикулу при помощи пушера с колечком, тоже несколько раз уже его показывала. Шлифую пластину бафом, не пилкой, чтобы сильнее не истончать эту ногтевую пластину. И теперь будем уже выполнять обработку кутикулы. Предварительно наношу присыпку, так как кутикула слегка влажная, такая жирненькая, чтобы насадка не забивалась. Кутикула довольно объемная, поэтому работаю в несколько этапов. Выполняю срез ножницами. И чтобы окончательно убрать мелкие заусенцы, прохожу силикон-карбидным шлифовщиком. У нас получается вот такой чистый результат маникюра. Конечно, подробнее техникам маникюра мы обучаемся в нашей школе офлайн, а также онлайн. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. И, конечно, для хорошей сцепки первым этапом наношу бескислотный праймер. Он должен быть с остаточной липкостью. Использую от Космопрофи. От этого же бренда у меня Rubber Base. Я точно знаю и уверена, что она хорошо носится. Думаю, что на этой модели проблем с носибельностью не должно возникнуть. Наношу базу в средний слой, не слишком тонко, не объемно, для того, чтобы у нас хорошо носилось покрытие в зоне кутикулы. Восстановление клюющих ногтей выполняем при помощи верхних форм. И если ее подставить, видим большое расстояние от клюющего ногтя до пластиковой основы. Поэтому беру жидкий гель 3 в 1 от Космопрофи розового оттенка и быстренько его наношу на свободный край, чтобы приподнять.
Так как гель жидкий, он быстро распределяется, у меня на это уходит буквально считанные секунды. Прихватываю фонариком и отправляю в лампу на окончательную полимеризацию. А архитектуру буду выстраивать при помощи моего самого любимого геля Cosmoprofi в оттенке Milky Pink. Я фанат таких оттенков, признаюсь, молочно-розовых, полупрозрачных, это прям мое. С этим брендом я знакома очень давно, также много его вам показывала. Сейчас бренд сменил упаковку, но содержимое, гель все так же на высоком уровне. Сначала промазываю боковые стенки верхней формы, прихватываю фонариком и затем раскладываю основную моделирующую каплю. Я понимаю, что мне нужен достаточный объем, чтобы приподнять вниз растущую ногтевую пластину. Выполняем отпечатку, прихватываем фонариком, поправляю тонкой кисточкой изнутри, особое внимание уделяя боковым стенкам, чтобы точно там был материал и все было закрыто. Отправляем в лампу на окончательную полимеризацию и продолжаем выполнять такое укрепление дальше. На самом деле клиенты делятся на два типа. Кому нравится такое поднятие клюющих ногтей, а вот все-таки есть некоторые клиенты, которые топят за естественность, и им все-таки нравится природная арка ногтя, они предпочитают просто сверху укрепить ногти гелем, либо базой, неважно, чтобы была некоторая арка и выглядела естественно. Тут каждый выбирает, что ему больше откликается, но помимо эстетики помним, что верхняя продольная арка, если она прямая, она обеспечивает большую арку, а значит и большую прочность ногтей при, например, воздействии, при ударах и так далее. Поэтому такая архитектура, она, как правило, более носибельна и менее подвержена сколам и трещинам по точкам роста. Мы сняли формы, сняли липкий слой. Выполняем опил твердосплавной насадкой в зоне кутикулы. На указательном получился некоторый пузырек из-за изгиба натурального ногтя. Ничего страшного, выпиливаю, затем его закрою материалом. Это не критично, просто знаете, если появляются такие пузырьки, не нужно прям полностью снимать ноготь, можно это все исправить. Также опиливаю пилкой поверхность, потому что все-таки мне хочется добиться максимальной четкости. Боковые стенки, чтобы были параллельными друг другу, нижние параллели, чтобы поднять, а также по поверхности, чтобы ногти не были слишком объемными. Я просматриваю ноготь сбоку на предмет объема. Ну и, конечно, самое вкусненькое – это выпиливание толщины и изнанок. Убираю часть ногтевой пластины и формирую красивую арку. И теперь приступаем к нашему летнему солнечному дизайну. Тут, наверное, должна быть какая-то итальянская музыка, потому что будем рисовать лимончики. Лимоны всегда ассоциируются с летом, с отпуском, с солнцем, с хорошим настроением, поэтому делаем такой дизайн. Смешала несколько гель-лаков для создания подмалевка, полутонов, рисуем листики, промежуточно все просушиваю фонариком, чтобы материал не растекался. Делается это, поверьте, очень-очень просто. Но какие-то овальчики рисуешь, да и тени добавляешь. Я думаю, что справится абсолютно любой мастер, даже если вы новичок и у вас нет никакого художественного опыта. Это еще не все. Перекрываем топом глосс без липкого слоя от Cosmoprofi для шикарного блеска. И теперь при помощи белой гель-краски, слегка смешанной с желтым, выполняю прорисовку, и она у меня получится объемной. Рисую прожилки наших долек. Сначала просто палочки, затем их скругляю, и вот такой классный результат объемный, рельефный получается. Ну согласитесь, очень вкусно и мило. Данные материалы заказывала на ВБ, артикулы оставлю в описании. Результат нашего преображения. Как считаете, стоит ли так поднимать ногти или все-таки их оставлять такими, какие они есть? Делитесь в комментариях, а также смотрите другие полезные видео на канале с преображением сложных случаев. Ну, я желаю всем успехов в работе, счастливо, пока-пока!